Это был обычный звонок, каких очень много. Кошке плохо, помогите. Я попросила фото, и когда мы увидели то, что увидели, котенка со снятой кожей, кожи у нее не было фактически вот со всего бока, вся задняя часть, бедро, оторванный хвостик. Я сказала, везите. Судя по тому, что мы видели, явно кошка попала в двигатель автомобиля. Это было жуткое зрелище, но эти глаза огромные, полные слез, но глаза кошки, которая хочет жить и готова бороться. Ты мурчишь. Ой, как ты красиво урчишь. В тот период, когда к нам пришла, какие-нибудь хирургические манипуляции ей делать было категорически запрещено, потому что она была в тяжелейшем состоянии. Поэтому около 3 недель мы восстанавливали ее, обрабатывали раны и только потом могли, скажем, завести на консультацию к хирургу для проведения каких-либо хирургических вмешательств. Ну а дальше долгие-долгие месяцы, месяцы восстановления, месяцы борьбы. Ее интересовала только еда, требования еды, ну и короткие промежутки, когда она спала. Ей нужно было тепло, но при этом ей нужно было двигаться, потому что отекали страшно лапки, нельзя было давать коже, вернее не коже, а открытым тем мышцам пересыхать. Мы регулярно, минимум 3 раза в день, ей смазывали лапку мазями и фурцелином. Это делалось, чтобы это заживало, чтобы у нее не загнивала рана. Надо было с ней гулять, потому что это лапа, чтобы она двигалась, все с ней было хорошо. Вот мы с ней гуляли, это был наш ритуал. Днем, но днем она обычно просто валялась на солнышке. А ночью уже все, она гуляла полноценно, бегала, прыгала. Ну, не прыгала, конечно, но пыталась. Наверное, самое страшное было для меня, что я не ветеринар, я не знаю всех мелочей того, что происходит при заживлении раны, что выделяется, что не выделяется, что нормально, что ненормально. И когда у тебя вдруг отваливается корочка, из нее что-то вытекает, у тебя начинается паника, потому что ты не знаешь, что плохо, это хорошо, ты начинаешь звонить, писать, говоришь, что это, что это, что это, что это. Это нормально, это хорошо даже, все заживляется, все отлично. Операций было много, было и удаление фрагмента челюсти, который был отломан, сейчас уже восстановилось все, и сама пластика, пересадка кожи, и отделение приросшей лапки к туловищу. Это был паучок, который ходил с лапкой вот в такой вот позе, отогнутой от тела. Период реабилитации кошки с рядом операций занял около 4 месяцев. Про нее мы слышали от врачей и задавались сами вопросом, а стоит ли ее мучить, но ее глаза говорили за то, что она бороться готова. Это было очень много сил, работы, средств. Ну, ее история привлекла, конечно, имела отклики у людей. В частности, один человек стал ее фактически ангелом-хранителем, можно сказать. Ну, дело в том, что, ну, скажем, раз в месяц я, ну, какой-то процент от своего там личного дохода, да, просто как бы отправляю там, ну, многим питомцам. Первое, на что можно было, вернее, нельзя было не обратить внимания, это те фотографии, которые
собственно, не для слабонервных. Ну и тут же написал, что если как бы, даже не, это обычно я пишу, там, если нужна какая-то помощь, а тут я просто написал, что как бы хочу стать вот у Ивушки, так скажем, покровителем, что ли, так сказать, спонсором, не знаю, меценатом. То есть все, что надо, как бы обращайтесь. Ну, собственно, так и познакомились. Ну, с Ивушкой, ну и с девчонками. Не забуду тот момент, когда она начала играть. Раньше ее это не интересовало вообще. И, ну, куда и до игр. Это была первая ее игра, это был восторг. Чудесная история, но, к сожалению, Ивушка не одна такая, и еще много-много других животных нуждается в помощи, нуждается в лечении. Ну, на самом деле можно там, выпить там, на 5 бутылок пива меньше в месяц, да, но эти деньги направить животным. То есть от этого как бы и тебе хорошо, и им лучше. Ну, это такой образный пример. На самом деле, я думаю, у каждого есть как бы, статья, от которой можно отказаться. Ну, вот так вот, причем эта статья еще и только тебе на пользу пойдет, то, что ты от нее. А если это еще и вредные привычки, от них отказаться, то это вообще идеальный вариант. Возможно, именно вы тот человек, который сможете помочь кому-то, кто, как Ивушка, нуждается в вашей помощи и поддержке. Ведь в одиночку мы можем не так много. Слушай, глянь, как задняя лапа вообще восстановилась. Помнишь, как она ее оставляла вообще? Да, помню, как она вообще вросла, лапа. И вросла, и как они у нее вот так вот Как ее стояли. отрезали туда, чтобы она хоть вообще... Ну да, потом отрезали, когда она под углом Ну стояла. да. Ну, все. Пора искать новый дом. Она была первым животным таким с тяжелым состоянием, который был действительно страшный, было непонятно, справится или нет. И вот она мой первый серьезный пациент, с которым мы боролись, не спали ночами, сражались. Это действительно невероятное чувство, когда вот этот вот комочек непонятный, тираннозаврик, превращается в кошку, а потом еще и в члена семьи на твоих глазах. И все это под Новый год, 31 декабря, так значимо, так красиво, что мы вошли в Новый год уже в какой-то такой невероятной истории. Ивушка. Малышка. Ну пошли. Ай-яй-яй. Иди ко мне. Что такое? Понюхай ручку. Посмотрите, она уже абсолютно здесь целая, чуть-чуть рост шерсти вот немножко не в ту сторону. Это ситуация с пластикой была. Куда растет? Маленькая. Малышка. Это мягкая. Ребят, виду какая хорошая. Будешь с нами жить, а подруга будет, сестричка. Самое приятное в этой истории то, что она в итоге нашла дом достаточно быстро. То есть она восстановилась, прошло маленькое количество времени, и она пошла в семью, где ей будет хорошо, весело, здорово, где с ней будут играться, с ней будут проводить время, с ее будут лелеять, холить, кормить, когда она захочет, а не по расписанию. Вот здесь внизу пиши. Я буду хорошей хозяйкой для Ивушки. И подпись поставишь. Ты же в библиотеке как-то расписываешься. Я не расписываюсь в библиотеке. Расписываешься? И подпись. Хозяин пришел. Красавица, здрасте.
Привет, моя зайка теперь. Привет, моя хорошая. Посмотрите, как ответственный подход. Ну-ка, дай-ка почитаю. Ну, тут, видишь, так, подпись есть. А печать есть? Нет уже, ну хорошо, печать тебе сделаем. Чуть-чуть через год, хорошо? Ну, хорошо. Ивушка стала для нас надеждой, вот то, ради чего стоит жить, стоит работать, когда бессонные ночи, когда валишься с ног, когда плачешь от отчаяния. Вот в эти моменты, вспоминая Ивушку, вспоминая ее счастливое возвращение к жизни, а действительно фантастически, когда животное из состояния, когда шансов, казалось бы, никаких, она возвращается к абсолютно полноценной жизни, она совершенно фактически здорова. Это фантастика, это сказка, это то, ради чего стоит бороться, стоит делать все то, чего мы делаем.